Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный узор спицами. Образец у меня связан из мохеровой пряжи. Узор получается очень объемный, интересный, рельефный и в то же время ажурный. Я бы даже сказала, что это узор сетка. Вот так узор выглядит с изнаночной стороны, тоже аккуратно и красиво. Образец вот этот я вязала из пряжи с содержанием мохера. Здесь примерно 500 метров в 100 граммах в одном мотке. И вязала спицами 3,5 миллиметра. Этот узор отлично подойдет для шарфов, палантинов, каких-то ажурных кофточек, например, мохеровых. Также узор будет очень хорошо смотреться в гладкой пряже, если его вязать из гладкой пряжи без какого-либо пушка. Вот так вот. Вяжется узор очень быстро и просто. Запоминается узор тоже быстро и просто. Вы сейчас в этом убедитесь. Для еще одного образца я выбрала вот такую полушерстяную пряжу. Она практически без ворсика. Такой еле-еле заметный. И в этой пряже вы сейчас посмотрите, этот узор тоже выглядит очень красиво. Для вязания нам необходимо четное количество петель. Петли вы можете набрать одной спицей, либо двумя спицами, как вам больше нравится. Я буду набирать одной спицей и обычным способом. Если вы знаете какой-то другой способ набора петель, можете использовать свой способ. 2 петли на спице я наберу 14 петель, то есть еще 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Четное количество петель. Разворачиваем наше вязание. Я провяжу подготовительный ряд. Его можно не вязать. Подготовительный ряд у меня будет состоять из одного изнаночного ряда. Я провяжу подготовительный ряд. Первую петлю я провязываю лицевой. Первую кромочную. Во всех остальных случаях я буду провязывать, вернее, первую кромочную я буду снимать. Все, немножко я подзатянула, чтобы у нас край был более стабильный. И провязываем ряд изнаночными петлями. Вот эту петлю я разверну, потому что при наборном крае она у меня так разворачивается. Все. Подготовительный ряд я провязала, и приступаем к вывязыванию основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, делаю накид, спицу завожу за рабочую нить и немножко ее придерживаю. Вставляю в 2 петли и провязываю из 2 петель одну лицевую. Готово. Вот эти 2 петли с левой спицы я не скидываю. Снова делаю накид. Спицу завожу за рабочей нитью. Снова вставляю спицу в 2 петли, которые у нас уже провязаны. И еще провязываю лицевую петлю. Теперь можно вот эти петли скинуть. Вот так получается. Продолжаем вязать. Делаем накид. Вставляем правую спицу в 2 петли сразу же, провязываем лицевую, снова делаем накид, вставляем спицу снова в эти 2 петли, снова провязываем лицевую, скинули с левой спицы, накид, 2 петли, лицевая, 2 петли, вот эти, которые провязаны, они у нас остаются на левой спице, накид, сюда же провязываем еще одну лицевую, скинули, накид, в 2 петли провязываем лицевую, накид, сюда же провязываем лицевую, скидываем, накид, 2 петли, накид, так, скинули.
И сейчас мы не делаем накид, у нас осталась одна петля, ее провязываем изнаночной, либо лицевой, но только из ряда в ряд. То есть из ряда в ряд я буду сейчас провязывать кромочную, изнаночную. Разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем и первые 2 петли мы провязываем из 2 петель 1 изнаночную. Провязано. Следующие 2 петли из этих 2 петель мы провязываем 1 изнаночную. Обратите внимание, я вяжу изнаночную бабушкиным способом. Точно так же красиво получается вязать и классическим способом. Итак, снова следующие 2 петли провязываю изнаночной, следующие 2 изнаночной. Просто изнаночная по 2. Изнаночная, 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 изнаночная. 2 петли из 2 петель мы вывязываем 1 изнаночную. Так. И кромочная тоже изнаночная. Разворачиваем наше вязание. И уже узор начинает вырисовываться. Вот такой вот, как будто сердечком получается. И давайте еще один раппорт мы провяжем вместе. И лицевой и изнаночный ряд. Кромочную снимаем, накид. В 2 петли вставляем спицу, провязываем лицевую, накид. Сюда же лицевую, скинули, накид. В 2 петли я вставляю спицу, провязываю с 2 петель 1 лицевую, накид. Сюда же снова спицу, еще 1 лицевая, скинули, накид, накид. Вяжется быстро. Последние 2 петли мы провязываем, скинули и кромочной изнаночной. Так, разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем и с каждой 2 петли последующие мы провязываем из каждой из 2 петель 1 изнаночную. Так, вставляем спицу в 2 петли. Из 2 провязываем 1 изнаночную. Снова из 2 провязываем 1 изнаночную. Так, из 2 1 изнаночную. Так, последние 2 петли провязываю изнаночную и кромочную тоже изнаночной. Вот и весь узор. Вот посмотрите, в непушистой пряже этот узор смотрится тоже так же красиво. Я вязала из этой пряжи этот узор большим образцом, правда его распустила. Если это видео было для вас полезным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться. На моем канале много интересных видео. Пока-пока, до новых встреч, новых видео.